In the name. Roller! Open, Lord, the gates of hell and come from your blessed abyss. Империя. Самая молодая раса, но успевшая снискать славу бесстрашных воинов и искусных магов. Азы военного ремесла и любовь к магии огня люди переняли у кровожадных орков, искусству врачевания их обучили эльфы. Дойдя в своих экспериментах до истоков самой тьмы, люди призвали себе на службу демонов из преисподней и наделили оружие своих воинов силой огня. Раса людей не только успешно освоила магию, но и смогла подчинить себе конную гвардию. Теперь легендарные всадники в тяжелых доспехах сражаются на передовой, на специально обученных боевых лошадях, а быстрые пантеры, прирученные отчаянными мстителями, разят когтями врагов не хуже стали. Сплоченность империи всегда была их гордостью. Люди обладают усиленным боевым духом и получают дополнительную защиту. Навыки исцеления усилены. Прекрасные сады, фонтаны и поля, тщательно оберегаемые мастерами магии от перемен окружающего мира, рождают сильных и отважных воинов и искусных чародеев. Пристанищем людей стал говорящий остров, находящийся в южной части континента. Довольно слов. Давайте же скорее перейдем к обзору профессий империи. Архимаг. Маги империи, обладающие взрывным характером, стали углубляться в изучение разрушительной стороны огня, и огонь им подчинился. Архимаги достигли совершенства в использовании огневой магии на поле боя и получили возможность истреблять целые армии и города массовыми заклинаниями, контролировать врагов, парализовывать их каждым пятым умением, при этом не причиняя вреда своим воинам. Избравшим путь повелителя огня следует остерегаться воды, ведь она способна ослабить действие заклинаний или вовсе их блокировать. Сражаясь плечом к плечу с кардиналом и фениксом, архимаги осуществляют ошеломительные атаки, прекрасно дополняя друг друга. Астралист. Маг поддержки расы людей, дарующий союзникам невиданную силу и увеличивающий их боевую мощь. Благодаря врожденному дару и глубоким познаниям строения сущего, астралист тонко чувствует магию и ловко применяет ее в бою, увеличивая свою скорость чтения заклинаний и силу атаки. Умение восстанавливать боевой дух и воскрешать союзников сделали астралиста незаменимым в любой группе, как в бою с вражескими расами, так и в борьбе с монстрами континента. Рейнджер. Зоркий глаз, острое чутье охотника и усердные тренировки являются залогом успеха рейнджера, легендарного лучника империи. Не меняя своей позиции, он с огромной яростью выпускает град стрел на дальние расстояния. Сконцентрировав свое внимание на точных выстрелах по противнику издалека, рейнджер порой не замечает подошедшего слишком близко врага, за что может поплатиться жизнью. Арканит. Исследовав континент, люди проникли в легендарные земли Арканы и заручились поддержкой богов. Профессионально обученные воины обрели верных помощников, которые по первому зову являются на поле боя и выручают в борьбе с назойливыми врагами. Глубокие познания инженерии и механики дают возможность собирать на поле боя осадные сооружения, разрушающие стены любой неприступной твердыни. Особая боевая магия позволяет арканитам мгновенно перемещать союзников из любой точки мира. Превосходные инстинкты и парные клинки делают его прекрасным бойцом и охотником. Ремесленник.
Ремесленники – непревзойденные мастера создания вещей, снабжающие воинов броней и оружием. Благодаря своим умениям они могут все – выковать острый меч, соорудить точный лук, создать прекрасное украшение и прочный щит. Ремесленники не только мастера на все руки, но и замечательные бойцы, способные облачаться в любую броню в зависимости от тактики ведения боя. Врываясь в толпы врагов, эти воины восполняют боевой дух союзников, а огромные молоты крушат головы врагов. Особый оборонительный кристалл, призываемый на поле боя, ошеломляет противников, парализует их тело и волю. Священник. Избранные маги, чья вера была чище первого снега, отреклись от власти и разрушения. Переняв у эльфов искусство исцелять раны, священники, заручившись поддержкой богов, обрели способность превращаться в ангелов и усиливать своих бойцов благословениями. Без этих магов сложно представить какой-нибудь военный поход, ведь они лучшие целители империи, способные быстро и безболезненно вылечить раны союзников и снять страшнейшие проклятия. Священник опасен в гневе и может прекрасно постоять за себя, снимая с противников благословения, дарованные им магами и жрецами. Авантюрист. Отчаянные и бесстрашные воины, в совершенстве овладевшие искусством боя на ножах. Любой замок для них – пара пустяков. Благодаря отменному владению двумя ножами они с легкостью меняют ведущую руку нападения в зависимости от профессии противников. Мастера конспирации, воры на несколько секунд могут стать невидимыми для своих врагов и всадить им нож в спину, или притворяться мертвыми и улизнуть из цепких лап противников. Берегитесь авантюристов, ведь они хитры, опасны, и их целью станет не только ваша жизнь, но и кошелек. Кардинал. Ярые приверженцы огненных стихий, тем не менее не забывшие об истоках своей магии и силе света. Искусство управления огнем делает их опаснейшим противником, поджигающим врагов на своем пути. Кардиналы являются как хорошими магами поддержки, так и атакующей единицей на поле боя. Умело сочетая заклинания стихии огня и светлой магии, они способны пленить разум противника, ослабить его тело и нанести сокрушительный удар. Рыцарь ада. Отчаянные рыцари, познавшие тьму и вкусившие сладость крови врага. Призвав демона, они вселяют ужас во врагов, а черная магия дарует им способность поглощать души и усиливать свои характеристики. Увидев рыцаря ада, противники словно камень застывают от страха, пока двуручный меч, окутанный тьмой, срубает их головы. Феникс. Воины, чья кровь закипает в жаркой битве, а доспехи покрывает пламя, дарующее возможность возрождаться на поле боя. Вооружившись двуручным мечом, они не знают страха, сокрушая полчища врагов и поджигая все на своем пути. Феникс сражается, не страшась смерти, а коль она настигла, возрождается, подобно легендарной птице, и, окутанный пламенем, стремится разделаться с врагом. Рыцарь. Облаченные в тяжелые доспехи и щиты, в авангарде ведут бой с врагом рыцари империи. Врожденная выносливость и отточенные воинские навыки позволяют рыцарям принимать на себя любой удар и блокировать атаки противника. Верные скакуны, настоящая гордость империи, дают возможность быстро врываться в толпы противников, сбивая их с ног. Паладин. Паладины – воины света, облаченные в тяжелые сияющие доспехи. Упорные тренировки и помощь богов даровали им огромную силу. Взяв в руки меч и прикрывшись щитами, паладины врываются в самый центр битвы и истребляют противников. В трудную минуту священные рыцари способны излечить пострадавших воинов, а склянки со святой водой быстро заживляют кровоточащие раны. Благодаря служению Богу эти воины даже после своей смерти оставляют частицы души, которые исцеляют союзников.
Взывая к своей вере, паладины устанавливают на поле боя статуи, которые защищают союзников от магии и стрел. Мститель. Лишь одно движет этим воином – жажда мести. Расправляясь с противником, Мститель жесток и беспощаден, а верная пантера разрывает врагов острыми клыками и когтями. Каждый раз, когда воин получает раны, его атаки становятся яростнее, так как, охваченный ненавистью, он ощущает всплеск сил. Гладиатор. Лучшие бойцы арены годами оттачивали навыки владения спаренными мечами. Достигнув совершенства, они стали носить гордое имя гладиаторов. Легкая форма позволяет быстро передвигаться на поле боя, а заряженные клинки наносить молниеносные атаки по противнику как в ближнем бою, так и на расстоянии. Особой гордостью гладиаторов являются боевые стойки, усиливающие атакующие и оборонительные способности. Лорд войны. Боевой клич этих воинов заставляет трепетать от ужаса врагов, а установленное знамя империи возносит боевой дух союзников. Лорды войны – воины, живущие сражениями, в чьих руках пики и алебарды превращаются в смертоносное оружие. Раны на теле лишь подзадорят их, ведь смена стоек позволяет маневрировать, яростно атаковать и оглушать противника. Империя – отлично сбалансированная и стойкая раса, прекрасно подходящая для сражений на открытой местности и ведения длительных осад городов и замков. Уникальные и разнообразные классы дают возможность выбрать профессию, максимально соответствующую вашим предпочтениям, и собрать непобедимую армию. Вы можете стать кем угодно – славным героем, воспеваемым в легендах, отважно ведущим свои войска в бой, отчаянным воином, предпочитающим смерть в бою позорному бегству, искусным лекарем, исцеляющим любые недуги, или коварным злодеем, наводящим ужас на все живое.